Чукотка – земля, где остановилось время. Здесь мало что изменилось с момента появления русских первопроходцев в середине прошлого тысячелетия. Название эскимосского села Уэлькаль произошло от слова «валькалык» – китовые челюсти. Морской зверобойный промысел – основное занятие местных жителей. Загадочные конструкции, обнаруженные у Масика, древнего поселения прибрежных чукчей, просуществовавшего до середины 20 века, получили название «китовая аллея». Кости китов широко использовались для строительства жилищ, а также для просушки лодок, сделанных из шкур животных. Это святое место до сих пор используют для религиозных обрядов и торжественных церемоний. Чукчи часто обращаются к духам тундры, им делают подношения перед дальней дорогой или выходом в море. Мудрый ворон, ключевая фигура в сотворении мира и центральный персонаж мифологии, защищает и ограждает от бед на жизненном пути. Вокруг очага семья выкварок Тыргыргыных, что в переводе означает «возвращающийся домой камнем». Когда-то мать главы семейства, будучи в положении, ушла с утра на рыбалку. Там на берегу и родился Валера. Он вырос и стал резчиком и гравером по бивню моржа и мамонта. Его жена Лариса – хранительница семейных традиций. Она обучила чукотскому языку и фольклору своих сыновей, а сейчас напевает песни своим внучкам. Считается, что через отверстие над очагом предки из верхнего мира наблюдают за потомками, и если из него идет дым и пар от приготовления пищи, очень радуются за семью. В особом почете в семье старшая женщина, она хранительница очага и традиций, хозяйка Яранги. От ее трудолюбия, доброты, знаний, соблюдения всех обычаев и обрядов зависит благополучие рода, семьи и оленьего стада. Огонь здесь не только источник тепла, с его помощью отпугивают злых духов. Мужчину, вернувшегося из похода, у входа всегда встречает женщина с горящим пламенем для обряда очищения, а в Яранге у очага его всегда ждет вкусная еда и горячий чай. Многие бытовые предметы коренных народов Чукотки символизируют солнце, источник жизни. Самые популярные из них – это мечи из кожи и меха и гулкие бубны ярары. Оленеводы-кочевники живут в ярангах, традиционных жилищах из шкур. Дети кочуют вместе с родителями, пока не приходит время отправиться в школу. Северное домашнее оленеводство – основа традиционного хозяйства коренных малочисленных народов Чукотки. В настоящее время поголовье чукотских оленей насчитывает 198 тысяч особей. Самые богатые пастбища расположены в бассейне реки Амгоэма, а посему и олени Ультинской тундры – основа местного генофонда. Собаки на протяжении многих веков – главный транспорт для коренных народов Севера. Вожак собачьей стаи – особая ценность и гордость хозяина, посредник между ним и остальными собаками в упряжке. Его выбор и воспитание – дело непростое. Хороший вожак отличается отменным чутьем и идеально ориентируется в пространстве. Даже в темноте он не поведет нарты по снежному наддуву, под которым пустота. Его выбирают вскоре после рождения, когда щенки еще слепые, и обучают на протяжении 2 лет. В окрестностях поселка Игвикинот 180-й меридиан пересекается с Северным полярным кругом. Это международная линия перемены дат. Здесь завершается старый и начинается новый день не только для России, но и для всей планеты. Об уходящем времени на Чукотке напоминают лишь остовы брошенных кораблей.
Легендарный парусник Седов в 2020-м впервые за последние 150 лет совершил арктическое путешествие с заходом на Чукотку. Одно из самых уникальных и зрелищных природных явлений – солнечное гало над заброшенным поселком Дорожников. Залив Креста – это восхитительные пейзажи. В очертаниях сопок, берега которых изрезаны бухтами, можно разглядеть профили самых разнообразных птиц и животных. Первая каменная церковь на Чукотке, храм Воздвижения Креста Господня, была построена в поселении Игвикинот силами Чукотской торговой компании. В 2016-м ее осветил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, если хотите. Спонсируйте. Ставьте лайки. Или дизлайки. И обязательно комментируйте. С вами были роботы Яндекса. Ермин. Алена Филипп. и Оксана. А также вся команда делового мира.